Здравствуйте, друзья! Сегодня очередное видео, потому что продолжается посевной сезон. Сегодня я буду сеять петунию кустовую. Я уже высеяла ампельные сорта петунии, и теперь у меня есть еще несколько видов кустовой петунии и каскадная. Каскадные петунии имеют более толстые и короткие стебли, которые растут сначала вверх, а потом плавно не спадают вниз. Каскадная петуния и ампельная петуния – это разные виды петуний. Каскадные петунии выглядят объемнее и пышнее, чем ампельные. Эти виды петунии образуют больше пасынков, чем ампельные. Кроме того, ампельные петунии имеют неспадающие побеги, а каскадные за счет большого количества боковых побегов разрастаются в разные стороны и визуально выглядят как шар из пышных соцветий. Значит, из каскадных у меня махровая петуния. Это довольно недорогая петуния. Вот так вот она расфасована. Сейчас назову сорта. Покупала я это все в прошлом году. Кое-что я уже сеяла. Очень красивые растения были. Здесь махровые цветки. Она такая довольно крупная сама петуния в цветах. В основном я брала, скажем так, модные тона. Вот, например, петуния каскадная, махровая, орхид. Серия орхид. Теперь еще здесь есть супер каскад красная. Теперь супер каскад синяя. Ну, я думаю, вы знаете, что синяя петуния – это явление не встречается в природе. Она в основном бывает в таком вот немного фиолетовом цвете, я бы сказала. Ну, я взяла именно с надписью «синяя», чтобы посмотреть, насколько синим будет этот цвет. Петуния грандифлора. Каскадная петуния, если вы читаете название, присутствует в нем слово грандифлора, это говорит, что петуния крупноцветковая. Цветы должны быть больше 5 сантиметров. Кроме синей у меня еще есть грандифлора розовая. Белая, бургундии, ну, собственно говоря, все. То есть 4 цвета: красная, розовая, белая, бургундия и отдельно цвет орхид. Такой вот нежно-бело-розовый вид орхидеи у этой петунии. Очень красивая, и в прошлом году я ее сеяла. Теперь еще один вид петунии, который я буду сеять, это петуния мультифлора, махровая. Мультифлоры — это мелкоцветковые петунии, тоже кустовые, но они как бы усеяны такими небольшими цветочками. Тем, кто любит небольшие такие вот залитые цветами кусты, мультифлора как раз самое то. У меня она тоже махровая, серии Дуо. Значит, что у меня тут в наличии? В основном я брала лавандовую. Потому что у меня там есть задумка сделать такую композицию красивую. И лососевая. Вот лавандовая и лососевая. И тоже взяла еще синюю. Тоже, чтобы посмотреть, насколько красивый у нее этот синий цвет. Это вторая моя каскадная петуния. Теперь у меня есть еще вот итальянские петунии гибридные. Называются они эспрессо фраппе. У них тоже будут такие махровые листья. И еще, кроме того, они будут
такого волнистого, как бы краешки будут волнистые. Два вида этой петунии: эспрессо фраппе роуз и эспрессо фраппе руби. Как она выглядит, я приложу потом, посмотрите. Еще одна серия, которую я уже в прошлом году сеяла. Очень красивая петуния из новинок. Это такое карликовое растение, я бы сказала. Называется она, сейчас прочитаю, чтобы правильно прочитать. Это серия Boom. Тоже петуния многоцветковая. То есть вы понимаете, да, если есть уже слово многоцветковое, значит сами цветочки будут не очень большими, и их будет довольно много. Серию Boom выпустила компания Benary немецкая. В прошлом году она только зашла к нам на рынок. Здесь есть 7 различных расцветок. Я все в прошлом году высевала ради эксперимента. Кусты получились очень компактными, высотой примерно 20-25 сантиметров и в ширину сантиметров 30. Петуния очень ранняя, очень быстро кустики растут, рано зацветают. Она даже не нуждается в обрезке. Вот как обычно там обрезают для лучшего ветвления. Не нужно этого делать вот с этой серией конкретно, с серией Boom. Она сама прекрасно наращивает куст без всяких обрезок. Вот такая вот звездочка петуния. Называется она Rose Star. Это пинк, розовая. И это blue. Но она не совсем получается blue, в таком фиолетовом тоне. Еще одна это Salmon. Вот такой вот Salmon. То есть лососевая. Здесь еще есть у меня Red, красная. Так, что еще? Это Бургундия. И, наконец, белая. Сейчас вытащу, покажу. Она тут немножко в голубом таком цвете, но на самом деле она белая. Что я хочу еще сказать по поводу этих петуний серии Boom селекционной компании Benary. Знаете, если наблюдать, как развиваются растения разной окраски, то очевидно, что здесь срабатывает эффект гибридизации, и каждое растение ведет себя по-разному. Если, например, посмотреть эту линейку, то самыми красивыми были петунии серии Бургунд и самыми пышными серии Blue и серии Rose. А все остальные, Red такая была немножко, как бы трудно ей было расти. Red Star тоже немножко она так со сложностями росла. И более всего страдала петуния лососевая, Salmon. Она была самым маленьким растением, она так плохо цвела, поэтому если хотите как бы исправить эту ситуацию, внимательно следите за этими петуниями, которые я назвала. Уделяйте им больше внимания. Очень недорогая серия, рекомендую. Высаживать можно в большие горшки, но одного растения для большого горшка, конечно, будет маловато. Надо сажать хотя бы по 3 растения. Тогда вы получите красивые такие пышные букеты в ваших горшках садовых или цветочных. Цветет очень рано, буквально там первые теплые денечки, и она уже зацветает. Прекрасное растение. И недорогое, и очень красивое. Рекомендую. Теперь еще у меня есть одна серия кустовых петуний. Сейчас покажу. Эту я еще не сеяла, но обязательно в этом году попробую. Это серия Limbo. Значит, ее производитель Hem Genetics. Вот такая вот она. Таких я брала специально в миксах. Orchid Mix.
и Pastel Mix. То есть они будут таких нежных оттенков, как обычно у нас петунии, ну вот самосейки, если вы видели, то они обычно вот в таких вот нежных оттенках. Но сейчас в моде такие пастельные тона, и я решила взять посеять. Тоже из недорогих петуния. Полное ее название петуния крупноцветковая, лимба. И еще раз повторю, производитель Hem Genetics. Теперь еще у меня есть петуния Pan American Seed. Это мой любимый как бы производитель семян. Я заказываю всегда их очень много. Тут у меня серия Duo. Duo, я уже ее представляла. У меня есть вот такая вот махровая мультицветковая, но здесь только у меня орхид в основном. А тут у меня достаточно большой выбор. Например, здесь есть и роуз, и бургундии. А потом еще есть, сейчас проверю, тут еще, оказывается, одна серия затесалась. Ну да, видите, у меня просто, очевидно, когда я заказывала, не было полного ассортимента у поставщика, поэтому я тут заказала мультифлору Duo синюю. Сейчас еще раз повторюсь, лососевую. И орхид. Ага, и лавандовую. И добавила к ним розовую и бургундию. То есть у меня практически будет уже вся серия петуний крупноцветковых Duo. Высота этой петунии 25-35 сантиметров. То есть тоже такое небольшое растение, но должно цвести обильно, потому что она мультицветковая. И теперь, наконец, серия Dreams. Это крупноцветковая петуния кустовая. Значит, ее производитель тоже Pan American, как я уже сказала, Pan American Seeds. И тут масса всевозможных расцветок. Хочу сказать, что семена Pan American обычно из дорогих. То есть будьте готовы заплатить достаточно много. Ну, кустовые петунии стоят недорого по сравнению с ампельными, поэтому можно себе позволить. Что есть из цветов? Значит, Sky Blue, это будет голубая петунийка. Теперь Salmon, то есть лососевая. Так, теперь у меня еще здесь Apple Awesome. Вот такой вот будет яблоневый цвет, если вот в буквальном переводе. Теперь белая. Особенно люблю белые петунии, поэтому часто их высеваю. И Rose Morn. С такой вот вставочкой внутри, таким белым глазком. Это Morn. Rose Morn. Розовая петуния с белым глазком. Высота этой петунии 25-38 сантиметров. И кусты рассаживают где-то на расстоянии 25-30 сантиметров. То есть это тоже будет такая небольшая петунийка. Но поскольку она крупноцветковая, ну, вы получите красивейший эффект цветущих полян у себя в доме. Ну, не в доме, а в саду, если будете высевать такие петунии. Я сейчас посею их торфяную смесь. У меня здесь верховой торф в смеси с вермикулитом. Он уже обработан, он чистенький. Я сейчас его намочу хорошо и буду высевать. Петуния любит температуру для быстрой всхожести в пределах плюс 25, плюс 28 градусов. Поэтому не поскупитесь, подогрейте ее. Она быстрее взойдет и быстрее начнет развиваться. Кроме того, лучше ее высаживать, если хотите получить раннее цветение,
Лучше ее не мучать этими пересадками, а высадить сразу вот в кассеты, чтобы потом была только перевалка, чтобы корень поменьше повреждался, и вы переваливали ее просто в более объемную емкость для дальнейшего развития. Петуния прожорливое растение, поэтому надо ее кормить, если хотите, чтобы куст нарастал быстро и красиво цвел. Приготовьте нужные удобрения и начинайте посев.